Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магии и колдовства. Занимаюсь всеми видами магии. Подробно обо мне вы можете узнать на моем сайте, на моих двух сайтах Аграфена Маг, Аграфена Таро.ком. Найти меня в Инстаграме, найти меня в Телеграм-канале, где я публикую закрытые мистические истории, факты, опыт из своей практики и ритуалы, которые не проходят модерацию, скажем, на Ютубе. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака, влияние космических сил на такие знаки зодиака, как Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог и Водолей. Потому что каждое утро, да, мы просыпаемся, потом засыпаем, потому что нами управляет Солнце, нашим ритмом. И также очень много влияний проходит, но они не фатальны. Еще раз говорю, что наша судьба все-таки соткана, в том числе из нашей воли и из нашей родовой истории, и также на нее можно влиять магией, чем я и занимаюсь, потому что магия может переломить любые моменты. Вопрос, что это за магия, да, то есть настойчивая, серьезная, сильная магия с обращением к радикальным мерам, откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезни, открытия дорог, наказания, чтобы не нести на себе тяжелый груз каких-то обид, не разрушать свою жизнь. Иногда и это нужно. Избавление от порч, тяжелых моментов, в том числе и астрологических черных дыр, которые нам подбрасывают и минуса. Так, всякие затмения, кстати, вот эти. Там ничего хорошего. Так, Дева. 6-12 июня. Что подбрасывает не Деве астрологические аспекты. Так, начинается с пятерки жезлов. Вокруг Девы тусовка, причем эта тусовка нервирует Деву, вам приходится достаточно энергозатратно общаться с этими людьми, отбиваться от них. Ну, наверное, они очень хотят откусить кусочек внимания от вас. Ну, сейчас посмотрим, куда это, с чем это выпадает. Король мечей по работе. Ну, там новые правила, может быть, к обращению к совместно какие-то дела. Юрист, программист, внесение каких-то документов, оформление, может быть. Кстати, это также правила, границы, или либо какой-либо клиент, такой вот весь правильный, строгий, справедливый собеседование. Ну, король мечей, он справедливый, да, с ним ему не так просто понравится, но зато он логичный и понятный, да, что удачное собеседование, если вы будете приводить аргументы и факты. Так, туз пентаклей, очень интересная карта из социума 9, туз пентаклей. Очень важный, серьезный, скорее всего, материальный результат. Особенно всех, кого касается вступления наследства, использования каких-то недвижимости, там сдача, кто-то может сдает в аренду, покупает, продает то, что ваше, или доставшееся вам по наследству, в том числе, кстати, это доход от вашей славы в каком-то обществе. То есть деньги вот как говорится, ниоткуда, да, из социума. Ух ты, интересная карта у Девы. Вторая неделя, которая забилует белыми картами, мигрирует по знакам здоровья, состояния духа. Дева явно чувствует, что она очень сильно меняется в каком-то смысле, ну, в лучшую сторону, омолаживается, заряжается энергия, возможно, меняется ваша внешность, ваша энергетика повышается, усиливается влияние. То есть, возможно, что это гипноз, это какие-то практики, медитации. Очень интересно. И тут еще и туз. Вот как. Прям такой туз.
Что-то у девы такое поперло, интересно. Так, личная жизнь. Луна перевернута. Это интересно прям. Полезет наверх какой-то вот сложность какая-то, непонятка, которая наконец станет ясной. Вы избавитесь от каких-то, может быть, тяжелых ощущений. Также это может быть, кстати, по этой карте чистка. Здесь особенно хорошо, если кто-то затеет, запланирует на это время чистку. Как раз время перезарядить, да, свое оружие, то есть свои духовные силы. Выход из сложной какой-то мутной ситуации, избавление от негативных программ. Вот, особенно в личной жизни. Также прояснение, может быть, тяжелый разговор с вашим близким человеком, ну, который все поставит на свои места и принесет вам облегчение также. То есть, может, вы думаете, кто это? Особенно для тех, кто вновь познакомился, сомневается в партнере. Все, вы успокойтесь. Пятерка кубка. Ой, тут и бывшие попрут вам, кстати. Карты возврата часто означают, что эти люди, ну, что-то с вами не говорили, это может быть не один человек, а их может быть и несколько. Причем карта прямая. Они еще будут не раз вас с каким-то твердым намерением прям будут. Не допили они, не доели вас. Будут продолжать. Погуляли и снова к вам. Так, наши весы. Здесь, ох, очень весовская карта. Возврат из какого-то путешествия. Шаг вперед, шаг назад. Переминание на месте. Сомнения. Ехать, не ехать. Буду, не буду. Надо, не надо. Так. По работе. Посыплется на вас такая информация, что за вашей спиной что-то такое плетут. Интриги какие-то. Не очень приятно вам, конечно, от этого. Ну, весам. Ага, вот еще одна дорога перевернута. Это, возможно, что вас приглашают в гости в другую страну, ваши друзья, ваши знакомые, ваши родственники, либо собираются к вам приехать. И это как-то вот не могут определиться, потому что если это связано напрямую с дорогами, иностранными государствами, то это не случится. По другим делам, вот вам придется определяться с путем, да, как вам вообще, куда ехать, к кому идти. Это скорее карта заминки, да, что вы что-то выбираете свой путь, куда. Что же вам. Ну, социум это ваши друзья, это также государственные всякие чиновники, люди, которые, ну, связаны чисто в обществе каком-то условном, соседи, да, на какой козе к ним подъехать. Ну, королева Пентаклей по здоровью твердая, спокойная, уверенная. Вы этим занимаетесь, вы этим занимались и продолжаете держать какой-то образ жизни праведный, правильный. Также это еще означает результат, связанный с накоплением каких-то воздействий на вас. То есть вы усердствовали в чем-то и вот получили твердый результат. По личной жизни, вестник кубка, ваше заигрывание, молодой, знакомство с кем-то молодым, неважно, женщина вы или мужчина, флирт, если вы семейная пара, это ваш ребенок, наслаждение вот общением, хотя это может также означать известие о ребенке. Как интересно. И конец недели отдых. То есть ехать, не ехать, скорее всего, что не ехать. Зато тихо, спокойно выбрали такой вот душевный покой, загородный отдых. То есть если ехать, то недалеко, там, где цветут цветы, там, где трава колосится, там, где небо, там, где нет города, природа. Так, наши скорпионы. Так, скорпионов. Вы чувствуете, что вы рискуете, обдумываете свой риск. И все-таки в вашем риске есть доля
ну, скажем, выигрыша, да, вы знаете, вы чувствуете, что вы не зря рискуете. То есть есть какая-то перезагрузка, где вы приступаете к чему-то новому, неизведанному. Но все-таки вы не так рискуете, да, как кажется. Все-таки вы очень много и продумали, потому что шут перевернут. Не такой уж вы непродуманный шаг, где-то очень много соломки там подстелено под вашими в этой пропасть. Вы не в пропасть вступаете, да, это только так кажется. Очень хорошая карта по работе, победа над конкурентами, прибыль, доходы, принятие в новом обществе, дополнительный доход, открытие нового вида дохода, изобилие, прекрасное собеседование, общество, тусовка. Рекомендуется посетить какую-то тусовку. Так, социум. Хорошая карта для того, чтобы по этой карте наконец задвигалось то, что вы никак не могли повлиять. Открылся, может быть, какой-то магазин, заработала какая-то служба наконец, выздоровел, не знаю, какой-то там юрист, программист. Наконец вы получили какую-то бумагу, которую вот ждали, никак не могли на нее повлиять. Все заработало наконец. Состояние здоровья императрица перевернута. Чрезмерные усилия, чрезмерная попытка влиять на свое состояние здоровья. Переутомление, где вы больше работаете, чем отдыхаете, также указывают на императрицу. Кстати, по императрице также может происходить опухоли вообще-то. Может указывает на наличие опухоли императрица. То есть если есть, это еще надо проверять, поскольку опухоль у нас, да, это обиды. То есть есть какой-то опухолевый процесс, если у вас поиски какие-то. Также чрезмерная попытка влиять на свое здоровье. Кстати, еще похудение, потеря веса может означать. Ага, личная жизнь, облегчение. Ну, вы слишком много грузились в личной жизни, наверное, так. И на этой неделе либо забьете, как говорится, болт на это все, либо, если это личные отношения, может быть, меньше будете брать на себя в семье каких-то обязательств, обязанностей, больше будете уделять внимание все-таки себе, потому что тут все-таки со здоровьем надо разобраться. Нехорошая карта, кстати, для беременных. Так, конец недели. Скорпион у нас есть такой деловой, строит планы, сотрудничает, закапывает какие-то деревца, семечки, выращивает. Планирует выращивать много чего. То есть какие-то планы вынашивает. Но это больше единомышленники, это больше материальная сторона вашей жизни, вот развитие каких-то отношений, связанных с домом, с семьей, вот закопать в ямку какую-то семечку, вырастить яблочко, потом его съесть. И тут. Так, наши стрельцы. Стрельцы все такие в рабочем процессе, также много контактируют по делам, наводят какие-то нужные справки, ищут людей с нужной информацией, то есть единомышленники, люди, связанные с вами каким-то единым делом, и все это развивается, да, интересующее вас дело. По работе, как говорится, не так сталось, как мечталось. Что-то вот вас разочаровывает, может быть, нет какого-то эмоционального подъема от этой работы, все как-то скучно, неинтересно, может быть. Или вы ожидали какого-то большего поощрения, или больше эмоций, больше интереса от этого, но не получили. Так, наш социум. От социум такой, что вы держали некое равновесие, компромисс, но его не удастся удержать на этой неделе.
жрецам придется жестко указать кому-то на свое место. Больше делать вид, что вы этого не видели, да, с повязкой на глазах, не получится. Сказать соседу: прекрати, не мешать мне спать со своей собакой или что-то еще там, да. Состояние здоровья императора, ну это хорошо контролируемо, вы себя очень много усилий на этой неделе вы почувствуете от этого дачу, то есть вы так вот по императору много внимания уделяете, очень много вкладываете и ощущение, что вы полностью контролируете все свои процессы, то есть полное выздоровление, если это перенесли операцию или тяжелую болезнь, ну в том состоянии хорошее по императору, благодаря вашим воле такой. Состояние в личном отдалении. Если вы семейная пара, возможно, это физическое, кто-то куда-то уехал, собирается уехать, грусть, печаль, скучаем друг без друга. Если это отношения, то это может быть вот охлаждение вот в отношениях. Ну, если вы одинокий стрелец, то это воспоминания просто. Пока ничего не происходит нового, интересного. Это всего лишь неделя. Не происходит, печалимся, грустим, вспоминаем, как было все хорошо. И тут появляется маг. Ой, маг очень веселый. Маг всегда интересная фигура. Маг это какое-то начало. Ну вот он перевернутый с таким душком, знаете. Что-то вот морочу тебе голову, выкручиваю. Да, старший аркан, да, он номер 1. Ну, вот так вот. Грущу. Грустить долго не придется, но маг это такое очень хитрое начало такое. Сразу напрягает. По козерогам. Отсутствие, наверное, близости какой-то эмоционального родства со своим окружением, ощущение вот какой-то опустошенности, может быть, эмоциональной, ну, где-то такое любовное разочарование. Сейчас посмотрим, к чему это относится. Так, по деньгам. Падает доход, падает доход. Не тот, который вы ждали. Да, деньги пришли, но не те. Возможно, доходы меньше, расходы больше. Вот такое вот. Какая-то нескладуха. Да, деньги, но они вас сильно тревожат. Это сама королева Пентаклей, сама женщина Козерог. 5. Люди вокруг вас, мало того, что у вас доходы вас тревожат, еще и люди, вам не приходится рассчитывать на своих близких, скорее они хотят, чтобы вы им помогали. Еще один момент материального какого-то напряга, вопроса по состоянию здоровья. Черная, ну черная карта говорит скорее вот, что ваше состояние, то, что вас накрывает, это психическое, это порча, это что-то вот такое вот ощущение такое, что мир вот как бы темнеет в глазах, да, по черной карте. Обратите на это внимание, потому что тут обычная медицина, как говорится, бессильна. О, личная жизнь, интересно, маг. Прям вот так. Ну что, если это ваша семейная жизнь, то маг это какое-то новое дело с вашим мужем, причем это он его затеет, это если вы мужчина, это ваша какая-то идея по поводу вашей семейной жизни, что-то начать новое, может быть дело, может быть ребенка какого-то зачать, то есть все, начинаем что-то интересное для одиноких. Это еще более знакомство с магом. Причем маг это фигура всегда такая интересная, высокоуровневая, я бы сказала, и по знаниям, и по социальному статусу. И чем обратите внимание. Конец недели отдых. Ну, что еще надо, да. Значит, мужчинам маг это маг. Вы такой весь управляете своей личной жизнью.
женщина мах, знакомство и конец недели, как говорится, по плану, да. Хорошо поработал, почувствовал себя интерес в личной жизни и пошел на отдых под конец недели. Хотя этот отдых, наверное, вам дается немножко так с тревогой. Что-то я много отдыхаю, а где деньги? Что денежная тема очень сильна в данном раскладе. Так, Водолей. Водолей со старыми делами никак не угомонится. Они его печалят и занос хвостов каких-то, и доделки, и все как-то не так, как вам хотелось бы. Такая черная фигура, да, что-то такие упавшие чаши. По работе вот сам всадник, сам Водолей мчится. Возможно, что вы не везде успеваете, также вам не нравится вот так то, что происходит, также вас могут какая-то критика, наезды сбивать с пути вас, выбивать из вас из нужного русла, критика неконструктивная, в общем, может быть пустые какие-то хлопоты, одна беготня. Ну, чего такая неделя, с утцем устраняетесь. Что-то вам надо кому-то доказывать, они все к вам так приближаются. Вы с этой палкой, что перевернутая карта, говорит о том, что вы где-то спрятались и все, до свидос. Что вы хотели, я ничего не знаю, я в домике. Никуда не выхожу, ничего не решаю, отстаньте от меня. Состояние здоровья. Борьба, организм борется, также это может какая-то температурка пройти, какая-то боль по суставам. Может какое-то раздражение на коже, но это все ваше проявление такого вот активного иммунитета, выздоровление. Если у вас какая-то болезнь, это все-таки выздоровление, потому что организм не сдается. О, личная жизнь. Очень интересно, у нас Водолей, кстати, у нас вот это олицетворяет нашего Шута. Шут и Водолей у нас по зодиакальным соответствиям. Какой-то необычная ситуация, необычная перезагрузка. Это может быть совершенно какая-то новая любовь начаться, вообще космическая, да, шаг в пустоту. Также это может перезагрузка существующих отношений, где вы совершенно поменялись ролями, да, совершенно вот так вот. Магия какая-то. Шут это у нас всегда. Я же говорю, что Водолей это у нас есть шут. И скорее всего, что это по вашей воле, по вашему предчувствию, возможно, что это также какое-то, ну, можно и сказать, проявление какого-то магического воздействия. И полный переворот, причем этот переворот вы же и планировали, да? Так, карта несправедливости. Что-то вся неделю Водолея в таком каком-то состоянии сопротивления общественному мнению. Вот вы не правы, хватит на меня наезжать. Я вот зря теряю с вами время. И вот есть такой вот момент какой-то непринятия, да, вот какого-то конфликта с окружением. Ну, тут зато радует, что все-таки они от вас отстанут. И перезагрузка в личной жизни. Причем планируемо, как говорится, планирую чудо, и вот оно случилось. С вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты для платных услуг под этим видео. Напоминаю, что у меня есть уроки. Также, кроме магических услуг, уроки рун, именно как практические, проверенные мною на практике. И есть спонсорство канала, где я отвечаю на ваши какие-то вопросы, возникшие в течение видео лично вам. Ну, и всегда можно отказаться от этого спонсорства, но не обязательно. Поэтому всем спасибо, до свидания.